I'm absolutely delighted today to welcome Vitaly Portnikov to the channel, who is a Ukrainian editor and journalist and host of a popular and influential YouTube channel. He's worked as a columnist for Radio Liberty and is a regular author of analytical articles in Ukrainian publications on political and historical topics. He is a member of PEN Ukraine and a laureate of the 2023 Shevchenko Prize for excellence in journalistic articles and speeches. In 2013, Portnikov was one of the organizers of the Euromaidan demonstrations, which of course is now called the Revolution of Dignity. We are going to conduct this interview in Russian so that Vitaly can properly express the depth and breadth of his thoughts on what is going on and the questions I wish to pose. And of course, do please switch on the subtitles if your Russian is a little bit rusty or if you don't speak it at all. And before we jump in, I wanted to remind everyone as well to check out the validated Ukrainian charities that appear in the description of the video. It's never been more important than it is now to support Ukraine to remain resilient. Виталий, добро пожаловать на Thank you канал. for the invitation, Jonathan. Thanks. Thank you. Ну, Виталий, добро пожаловать на канал подкаст Silicon Curtain. Давайте начинаем с вопроса, который не так просто, наверное. Как украинцы воспринимают возвращение Трампа в Белый дом? Я думаю, что тут есть различные ожидания. У одних людей есть настороженность, у других людей есть надежда. Но, конечно, для практически всех очень важно, чтобы новый американский президент конкретизировал свое представление о том, как он собирается завершить войну России и Украины. Было очень много различных интерпретаций мирных предложений Дональда Трампа. Сам Трамп говорил о том, что он просто поговорит с президентами России и Украины, заставит их сесть за стол переговоров и таким образом сможет прекратить конфликт. Но за этим обещанием стоит, по крайней мере, согласие того человека, на которого Трампу не так просто повлиять. Это Владимир Путин. Мы с вами знаем, какие рычаги влияния на Владимира Зеленского. Это помощь Украине, финансовая и военная. Это участие Соединенных Штатов в восстановлении украинской экономики после войны. А вот с Владимиром Путиным так просто разговор вряд ли произойдет. Российский президент уже адаптировался к санкциям. Его страна, по большому счету, действительно оказалась в серьезной зависимости от Китая, но она живет в этой зависимости и способна продолжать воевать в этой зависимости. Вопрос, конечно, сколько времени. Так что для украинцев, я думаю, очень важно, чтобы мы понимали, какие предложения американского президента и насколько он способен имплементировать эти предложения не только в диалоге с президентом Украины, но в первую очередь в диалоге с президентом России. И оппоненты Трампа назвали фашистом, начинающим диктатуром и марионетки Путина. Не слишком ли упрощены эти ярлыки? Ну, как в любой предвыборной кампании. Мы прекрасно понимаем, что когда во время предвыборной кампании звучат такие сильные фразы, это всегда требует уточнения после того, как кампания завершается. Дональд Трамп, вне всякого сомнения, не марионетка Владимира Путина. Он человек, который может восхищаться сильными лидерами. И мы это неоднократно видели. Ему нравится этот стиль власти. Но ни один президент Соединенных Штатов, даже имеющий какие-либо сложности в биографии, не может быть ничьей марионеткой. Слишком много власти и влияния, чтобы можно было оказывать прямое давление. И это совершенно очевидно. Кстати, если бы Дональд Трамп был марионетки Владимира Путина, Владимир Путин так бы откровенно ему не льстил во время своего выступления на Валдайском клубе. Потому что если ты считаешь, что кто-то у тебя в кармане, ты не рассказываешь публично о том, как ты восхищаешься его смелостью и мужеством. А мы это видели. Да, это, конечно, работа на публику. Это желание того, чтобы Трамп поверил в эти эмоции Путина. Но мы же видим желание понравиться и сделать такой своеобразный комплимент. Что касается оценок идеологического характера, я бы так сказал. Вне всякого сомнения, Дональд Трамп человек, придерживающийся того, что мы сейчас называем ультраправыми политическими взглядами. Но такие политики уже есть на Западе. Дональд Трамп отнюдь не одинок.
Мы видим в Европейском парламенте целую группу лидеров, которые придерживаются ультраправых политических взглядов, и эти лидеры не вызывают у нас очевидной аллергии. Я стоял рядом с Ярославом Качинским на сцене Майдана в 2013 году. Ярослав Качинский, безусловно, человек, который придерживается ультраправых политических взглядов. Это не человек, взгляды которого я разделяю, но это солидный политик и ветеран борьбы с коммунизмом. Джорджа Мелани вообще возглавляет партию, которую в Италии называют постфашистской. Но это солидный политик, и она большой друг Украины. Ну, то есть, тут все не так просто, чтобы сейчас можно было свести все к единому политическому знаменателю, потому что даже люди, придерживающихся таких экстремальных правых политических взглядов, могут быть очень разными и могут придерживаться разных внешнеполитических ценностей. И вас беспокоит растущая власть олигархов в США, как и в СМИ, так и в политике. Ну и тоже вопрос, если правда, что Илон Маск напрямую общается с Путиным, это тоже беспокоит? Мы, кстати, сегодня шутили на эту тему с бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Мы беседовали с ним в эфире, и мы с ним пришли к выводу, что по тем критериям олигархов, которые были установлены офисом президента Украины Владимира Зеленского, относительно того, кто же в Украине олигарх, а кто просто бизнесмен, Илон Маск как раз попал бы в олигархи. Он, с одной стороны, имеет контроль над рядом высокотехнологичных компаний, над автомобильным бизнесом и над медиа, над Твиттером, что является влиянием на общественное мнение человека, который заинтересован в успехе своих не медиакомпаний. Так что, как это ни удивительно, да, на нынешнем этапе истории бизнесмены такого уровня начинают оказывать влияние на политику. Или боятся политиков, что, кстати, показала позиция господина Безоса с редакционной колонкой «Вашингтон-Пост». Так что, конечно, это новая ситуация для Запада. Но опять-таки, мы должны будем посмотреть, как эта ситуация вообще синхронизируется с политическими интересами. Вот Дональд Трамп — это человек, который решительно настроен на то, чтобы уменьшить экономическую монополию Китая. И, кстати, в этом я решительный сторонник Трампа. Что касается того, что Китай не должен влиять на западную экономику, и что западная экономика не должна влиять на Китай. Вот я человек, который никогда не был бы сторонником Дональда Трампа, но в этом случае я убежденный трампист. Как и в том случае, когда Дональд Трамп говорил, что нельзя строить Северный поток-2, а немецкие министры над ним смеялись. Наверное, часть этих министров была бы близка мне по политическим взглядам. Но тут я решительно на стороне Дональда Трампа. Мне вообще было стыдно, честно говоря. Стоит президент Соединенных Штатов, говорит очевидные вещи, очевидные. А политики в Европе, которые должны это понимать лучше, чем президент Соединенных Штатов, хохочут над тем, что сейчас, кстати, является абсолютно истиной. Поэтому возникает вопрос. Если Трамп готов бороться с влиянием Китая, а у Маска в Китае производство, как будет синхронизироваться их интересы? Очень не хотелось бы, честно говоря, чтобы Трамп пожертвовал своим ясным видением необходимости остановить Китай в пользу интересов Илона Маска. Я думаю, что уже намекли на ответ этого вопроса, но я задаю все-таки, является ли идея переговоров с Путиным и заключение сделки опасным заблуждением? Это опасное заблуждение с той точки зрения, что я не очень понимаю, зачем эта сделка Путину. Но если предположить, что Трамп способен добиться от России окончания войны на условиях справедливого мира, это совершенно другая история. Конечно, вопрос в том, что такое этот справедливый мир. С украинской точки зрения справедливый мир, вы знаете, это формула президента Зеленского, это восстановление территориальной целостности нашей страны, это отказ от дальнейшей войны, это гарантия безопасности Украины и ее вступления в НАТО. Если мы считаем, что Трамп думает о замораживании конфликта, мы до конца, опять-таки, этого не знаем. Если мы думаем, что Америка готова отказаться от евроатлантической интеграции Украины на ближайшие годы, то возникает следующий вопрос очень важный. А где гарантии того, что война вновь не начнется? Какие должны быть гарантии безопасности для Украины? Кстати говоря, я считаю, что это не только в наших интересах. Это в интересах президента Трампа. Если президент Трамп заключит какую-то сделку с президентом Путиным и принудит к этой сделке Украину, и если в этой сделке не будет гарантий безопасности, и война опять возобновится через год, через полтора, это будет серьезнейшим репутационным ударом
по президенту Трампу, и по его сторонникам, и по его наследству, и по возможности его наследника в республиканской партии выиграть президентские выборы. Потому что президент Трамп окажется слабаком по сравнению с президентом Путиным. Поэтому если уж завершать войну на условиях замораживания конфликта, так только на таких гарантиях безопасности для Украины, которые исключат возможность возобновления войны, по крайней мере, в нынешнюю каденцию. А теперь вопрос, а президент Путин согласится с таким окончанием войны или нет? Это значит, вы думаете, что хочет ли Путин вести переговоры о судьбе Украины напрямую с Трампом, минуя Украины? Я допускаю, что Путину, конечно, хотелось бы вести переговоры именно с Трампом. Но в любом случае никаких других возможностей, кроме как договариваться непосредственно с Украиной, даже если будут достигнуты какие-то точки взаимопонимания с Соединенными Штатами, не существует. Это первый момент. Второй момент. Есть еще и Европа. Российско-украинская война, это, как правильно отмечает сам президент Трамп, это прежде всего вопрос европейской безопасности. И пока война в Украине будет продолжаться, говорить о безопасности в Европе не приходится. Пока война в России будет продолжаться, говорить о политической стабильности в Европе не приходится. Мы видим, как в Европе переформатируется политический ландшафт в сторону антиевропейских и радикальных сил. И это не в интересах европейских политических и предпринимательских элит. Так что в этом смысле я считаю, что в любом случае Москва и Вашингтон не могут сами договориться об окончании войны. Но опять-таки есть очень важный вопрос в этом случае. Насколько Москва будет готова договариваться с Вашингтоном на таких условиях, которые продемонстрируют способность президента Трампа добиться удобных для себя самого условий окончания войны. Насколько Трамп может пойти на такие условия окончания войны, которые покажут его неспособность противостоять Путину, и насколько Путину нужен будет мир, который продемонстрирует силу Трампа. Э, Являются ли амбиции Путина по-прежнему максималистическими, и делает ли победа Трамп уступки менее вероятными? Я думаю, что Путин прежде всего думает о усилении геополитической роли России. И в этом усилении геополитической роли России, кстати говоря, секрет его сохранения власти. Потому что такая Россия нравится населению России. Россия, которая расширяет территории, которая доминирует в мире, которая на равных конкурирует политически, хотя бы с Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Это та Россия, которая для многих россиян кажется более важной, чем демократическая Россия. Вот раньше мы говорили об обмене россиянами прав на деньги, а теперь мы говорим об обмене россиянами прав на империю. Но если нет ни денег, ни империи, в чем смысл этого режима? Поэтому да, конечно, Путин остается даже с внутриполитической точки зрения человеком, который хотел бы продолжать. Но возникает следующий вопрос. Есть ли у него силы продолжать? И есть ли у него возможность останавливаться? Представим себе, что даже если он останавливает войну, чтобы возобновить ее через несколько лет, допустим, через 4 года после президента Трампа, Путину уже тогда 76 лет. Конечно, человек может жить, как мы знаем в политике, гораздо дольше, но это с нашей точки зрения. А насколько Путин уверен, что в 76-77 лет он сможет осуществлять амбициозные проекты, завоевывать новые страны, руководить вооруженными силами? Это все тоже вопросы, которые влияют на стремительность принятия решений. Путин, которому было 62 года, Путин 2014 года, конечно, мог думать о различных вариантах развития событий. И у нынешнего Путина гораздо меньше пространства для маневра просто в силу физиологии. И видит ли Трамп больше преимущества в победе России, чем в независимости Украины? И как это можно изменить, чтобы он видел транзакционные возможности в победе Украины? Я думаю, что Трамп думает не о победе Украины и не о поражении России, а я думаю, что он думает о прекращении войны. Это его большая идея. Он воспринимает себя как миротворца и считает, что другие политики не понимают важности именно прекращения войны. Кстати говоря, то же самое было во время первого президентства Трампа. Он настаивал на выводе войск из Афганистана. Президент Байден лишь завершил процесс, который Трамп довел до точки, когда возможно было только вывести контингент из Афганистана. Он был горячим сторонником соглашения Авраама,
И, кстати, добился тут впечатляющих успехов. Я постоянно говорю о том, что вот этот вклад президента Трампа в ситуацию на Ближнем Востоке, он совершенно беспрецедентный. Мало кому удавалось так много достичь с точки зрения примирения Израиля с его арабскими соседями. И я, кстати, думаю, что 7 октября 2023 года это еще и ответ Ирана на возможное возвращение Трампа. Представим себе, что никаких новых результатов не было бы достигнуто во взаимоотношениях Израиля и, например, Саудовской Аравии. Но сейчас Трамп бы вернулся в Белый дом. Понятно, что вопрос о дипломатических отношениях Саудовской Аравии и Израиля был бы решен достаточно быстро. Потому что это было бы и в интересах Эр-Рияда, и в интересах Вашингтона, и в интересах Иерусалима. Вот вам расшифровка 7 октября. Такая, я сказать, преступление на будущее. Но если исходить из этой логики, то Трампу нужно просто, чтобы российско-украинская война завершилась, чтобы он сказать, видите, я смог. Президент Байден поставлял оружие, он давал миллиарды долларов, он тратил деньги американских налогоплательщиков, а война продолжалась, украинцы гибли, они теряли территории. А я смог, войны нет, Украина имеет шанс восстановиться, теперь европейцы могут помочь Украине, а американские налогоплательщики не будут тратить деньги. Вот в чем смысл этого подхода. И интересно о победе, что Трамп не думает об этом. Похоже ли на то, что Байден тоже не думал о победе, но и тоже не думал о кончании войны? Я думаю, что Байден исходил из очень простой парадигмы, который вообще является сутью его внешнеполитического подхода на протяжении всей политической карьеры. Помогать слабым, но не рисковать американцам. Так было практически всегда. И когда Байден занимался войной в Югославии как сенатор, и когда он занимался Украиной как вице-президент США, и когда он занимался Украиной как президент США. Помогать – да. Давать деньги – да. Не уступать России – да. Но ни в коем случае не привести ситуацию к прямому конфликту. Это философия. Когда президент Байден говорит, что в его президентство теперь нет ни одного конфликта, в котором участвуют Соединенные Штаты, он, пожалуй, считает это самой главной частью своего политического наследия. И вот парадокс, что человек, который является антиподом президента Трампа, как бы здесь является абсолютным единомышленником президента Трампа. Оба эти политики стремились вывести войска из Афганистана. Президент Байден выступал за это еще когда был вице-президентом Соединенных Штатов. В администрации Барака Обамы Обама казался большим ястребом, чем Байден. Ну и потом Трамп фактически осуществил эту мечту Байдена, которую Байден довел до логического конца. Крайне неблагоприятно для себя, но довел. Так что я не удивлен этой позиции президента Байдена. Было бы странно, чтобы в финале своей политической карьеры он отличался бы от себя 20 или 30-летней давности. Всегда говорят, что в юности есть горячность, а в старости мудрость. Но Байден был таким же мудрым и осторожным, когда был молодым сенатором. Точно. Ам, Трамп, похоже, намерен бросить вызов Ирану и Китаю. Может ли это на самом деле быть выгодно Украине? Я считаю, что ключ к прекращению войны как раз там. Если ослабить китайскую экономику и дать Китаю понять, что его поддержка России и Ирана чревата его экономическими потерями и, в конце концов, дестабилизацией режима Коммунистической партии Китая, то я вполне допускаю, что, по крайней мере, в Китае возникнет тоже заинтересованность в деэскалации конфликта. Потому что я считаю, что мы вообще живем в заколдованном мире. Запад принимает серьезнейшие санкции против таких стран, как Россия и Иран, как Северная Корея. Кстати, фактически тратит миллиарды долларов на поддержание этих санкций. В то же время Запад взаимовыгодно сотрудничает с Китаем и Индией, а Китай и Индия поддерживают экономики тех стран, против которых Запад вводит санкции. России и Ирана прежде всего. И получается, что санкции Запада просто не работают, потому что Россия и Иран оказываются частью другой альтернативной экономики. Поэтому либо мы добиваемся от этих стран, чтобы они уважали представление о санкциях цивилизованного мира, либо мы ослабляем их экономики и таким образом не даем возможности тратить деньги и ресурсы на Москву и на Тегеран. Поэтому да, если Дональд Трамп серьезно собирается ослабить китайское экономическое влияние на Европу, это будет великий, и на Соединенные Штаты, это будет великий вклад в безопасность нашего мира, если он действительно это сделает, а не просто об этом скажет. Теперь изменим темы некоторые. Зеленский поздравил
Трампа с победой, это признак улучшения дипломатической техники, может быть? Ну, президент Зеленский встречался с президентом Трампом, когда был в Соединенных Штатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И я тогда уже говорил, что это большое дипломатическое достижение. Замечательно, что Зеленский во время своей поездки встретился и с президентом Байденом, и с вице-президентом Харрис, и с президентом Трампом. Если бы встреча с Трампом не произошло, я считал бы, что мы были на грани дипломатической катастрофы. Мы бы показали, что мы являемся частью какого-то одного политического лагеря, в то время как наш внешнеполитический курс всегда это двупартийная поддержка. И в этом смысле я думаю, что то, что Зеленский оказался среди первых лидеров, поздравивших Трампа, это продолжение движения в том же направлении. Однако тут же важно не только поздравление, скажем так, письменное. Тут же важно, что состоялась беседа Зеленского и Трампа, в которой, кстати, участвовал уже упомянутый вами Илон Маск. И почему я считаю, что важен этот разговор? Сам факт того, что Трамп разговаривает с Зеленским среди первых лидеров мира, с которыми он общается после избрания, является свидетельством того, что украинский вопрос действительно важен для него с точки зрения политических приоритетов. Это обнадеживает. И теперь повернемся к пропагандистам из болот. Ольга Скобеева высмеивала Трампа и особенно Меланию на российском государственном телевидении. Поскольку Трамп ранами нарцист, может ли это обернуться против них? Ну, если он вообще об этом узнает. Тут важно, чтобы Трампу многое сказали и о том, как, что о нем говорят люди, которые фактически кормятся с рук президента Путина. И о том, насколько тесными являются связи России и Китая. И о том, что Россию вряд ли можно превратить в собственного союзника, учитывая идеологическую близость Путина и Си Цзиньпина. Мне кажется, что очень важно, чтобы люди, которые работают с Трампом, сами понимали, что речь идет не о каких-то просто конъюнктурных связях Москвы и Пекина, а их общем желании ослабить влияние Соединенных Штатов. Ведь война против Украины это не про Украину на самом деле, это про Соединенные Штаты. Вот мы не дадим Америке диктовать нам, что мы должны тут жить по правилам, что мы должны быть обыкновенным государством, как все остальные государства. Мы хотим быть империей, мы хотим доказывать, что мы имеем право на внешнеполитический выбор других стран, на территории других стран. И если американцы говорят, нет, вы должны быть как все, вы должны подчиняться правилам, вы должны уважать международное право, то с такой Америкой мы будем бороться. И Китай наш союзник в этой борьбе. Это же кредо. И мне кажется, что президент Трамп должен был бы уяснить в том, какова позиция реальная президента Путина и насколько она близка к позиции президента Си Цзиньпина. И что произойдет, когда Путина неизбежно унизит Трампа или сорвет его планы? Есть два варианта развития событий. Первый вариант, что Трамп постарается сделать вид, что в принципе ничего не произошло. И так было, кстати говоря, в ситуации с Ким Чен Ыном. Он просто как бы дистанцировался от неприятного для него результата. Но я считаю, что это дистанцирование приведет к тому, что Трамп продолжит курс президента Байдена. Помощь Украине так, чтобы Украина не проиграла, но и чтобы не было опасной эскалации с Россией. То есть, как Байден стал наследником Трампа в Афганистане, так Трамп может стать наследником Байдена в Украине. Но может быть и другая ситуация. Я не очень верю в ее вероятность, но эта ситуация больше эскалации. Почему я не очень верю в эту вероятность? Потому что Трамп, как я уже говорил, человек, который не хотел бы какого-то военного конфликта большого. Но если мы окажемся с вами неправы, если Трамп не совладает с эмоциями, будет просто серьезно обижен на Путина, тогда события вообще будут развиваться по непредсказуемому сценарию. Это вообще будет уже не война про Украину, это будет война про конфликт России и Соединенных Штатов. И все это 3 года мне удивило, почему столько много аналитиков, особенно на Запад, склонны верить в том, что Россия неизбежна, непобедима и обладает бесконечными ресурсами. Я думаю, потому что многие воспринимают Россию как Советский Союз, который
имел совершенно другие, я бы сказал, экономические, политические возможности, чем современная Россия. И потому что многими людьми руководит страх. Россия действительно имеет гораздо больше ресурсов, чем Украина. Но было бы странно, если было бы иначе. Но Россия не имеет больше ресурсов, чем Запад. Вопрос ресурсов– это вопрос исключительно того, насколько Запад готов свои ресурсы тратить на то, чтобы Россия отказалась от своих империалистических целей. Но если мы считаем, что Россию нельзя обыграть, то мы таким образом уменьшаем количество ресурсов. Россия идет вперед, и мы говорим, вы же видите, она непобедима. Хотя ее непобедимость создана нашей собственной нерешительностью. И это вот такой опять еще один заколдованный круг в современном мире. Очень много эпизодов сделал на канал про Грузию в последние несколько месяцев. По вашему мнению, каковы последствия грузинских выборов и захвата Грузии России? Я думаю, что с Грузией нужно рассматривать два очень важных момента, которые, в принципе, определяют нынешнее состояние грузинского общества. Первый момент– это травма от войны 2008 года. Это серьезная травма. И, кстати говоря, в этой травме во многом также есть очевидная вина Запада, который не наказал Россию на эту войну, не обеспечил гарантии безопасности Грузии после этой войны. По сути, Грузия осталась предоставлена сама себе после войны, в которой российские войска были на ее территории и бомбили ее города. Это неправильный подход. Я думаю, что Грузия уже тогда должна была бы получить возможность, по крайней мере, иметь приглашение в НАТО. Ничего этого не произошло. Вот результат. Второй момент очень важный– это то, что этот страх перед войной, который существовал после 2028 года, ожил после нападения России на Украину. И после того, как грузины увидели, что Запад, в общем, не очень спешит с радикальной помощью Украине. Если Запад не хочет помогать такой большой стране, которая непосредственно находится на границах Польши, Венгрии, Словакии и Румынии, то почему грузины должны думать, что Запад поможет им, когда они даже не имеют общих границ ни с одной из западных стран? А Турция, как известно, будет всегда занимать в этой ситуации позицию скорее нейтралитета, чем очевидной помощи. И видите Поэтому ли, на этих настроениях страха всегда спекулирует Москва и те в Тбилиси, кто поддерживает эту спекуляцию. и видите ли вы в этом глобальную борьбу автократия за деградацию демократических ценностей? Вижу. Я неоднократно цитировал для своих зрителей и читателей слова Нэнси Пелоси, еще когда она была спикером Палаты представителей Соединенных Штатов, и когда она летала на Тайвань, и в своей колонке для Вашингтон-Поста написала, что это борьба демократии и диктатур. Для меня этот текст во многом определяет то, что происходит. Потому что я совершенно уверен, что такие страны, как Китай и как Россия, они уверены в том, что они не могут выиграть экономически. Они нуждаются в сосуществовании с Западом. Россия тоже. Она может, конечно, порвать с Западом, но если с Западом порвет Китай, Россия погибнет. Это надо понимать. И в этом случае, зная о своей экономической зависимости, они хотят разорвать политическую зависимость. Они хотят сказать Западу: да, мы будем торговать, но нет, вы не будете рассказывать нам, что нам делать. Мы хотим свою сферу влияния, и мы хотим в этой сфере влияния делать все, что нам заблагорассудится. Не вам указывать нам, как жить. И это момент очень важный. Я вообще считаю, что это не просто, как вы говорите, момент конфронтации демократии и диктатуры. Это другой момент. Это момент конфронтации рыночных демократий с рыночными диктатурами. Те диктатуры, с которыми Запад имел дело во время Холодной войны, это были диктатуры, основанные на плановой экономике. Поэтому с ними можно было разойтись. Можно было просто не видеть ни Советский Союз, ни Китай. А люди, жившие в Советском Союзе и Китае, вообще жили на Луне по сравнению с людьми, которые жили в Соединенных Штатах или в Великобритании. А теперь это уже не Луна, это одна планета, одна экономическая планета. И в этом смысле я вообще не знаю, могут ли долго сосуществовать рыночные демократии и рыночные диктатуры, если рыночные диктатуры нуждаются в изменении правил.
И еще одна вещь, которая меня, по крайней мере, удивительна. Почему в Европе не возникло возмущение по поводу прибытия севернокорейцев на поле боя? Я думаю, потому что не очень понимают, какой должен быть ответ. Если мы возмущаемся, мы должны сказать что-то, что мы что-то практическое сделаем. Северная Корея десятилетиями находится под мощными санкциями, и при этом снаряды производит, ракеты производят, ядерное оружие производит. Нет рычагов влияния, потому что это что? Это прокси государства Китая. Как Хизбалла и Хамас это прокси организации Ирана, так Северная Корея это прокси государства Китая и в меньшей степени России. Если мы не хотим воздействовать экономически и не можем, а военного силового воздействия мы боимся, то мы вынуждены просто сделать вид, что ничего особенного не произошло. Иначе все увидят, что мы ничего не можем сделать. И, в принципе, Россия, прокси Китая уже. Да, я говорил уже несколько раз, что Россия это Хизбалла в снегах. Совершенно другая тема теперь. Это про украинцев, которые уже довольно долго жили в России. Не те, которые оказались в России после полномасштабной войны. Способны ли украинцы в России распознать геноцидную пропаганду? И если нет, то почему? Вы знаете, я работал в Москве в течение нескольких десятилетий. Но когда я учился в Москве, я был одним из организаторов первых украинских организаций в России после советского периода. И когда мы создавали эти организации, первое общество украинской культуры, не только за пределами Украины, а вообще в Советском Союзе. Первое общество украинской культуры, чтобы вы понимали, появилось в Москве, а не в Киеве, потому что в Киеве нам запрещали создавать такие организации. А Москва была столицей перестройки, там можно было. Первый украинский молодежный клуб. Я увидел, что в самой России украинцев, которые сохранили свою идентичность, очень мало. А сама официальная пропаганда настроена на фактически маргинализацию этой идентичности. То есть для того, чтобы быть в России украинцем, ты должен был проявить не меньшую настойчивость, чем для того, чтобы оставаться в Советском Союзе, например, евреем. Но если ты был евреем, тебя фактически изолировали. Ты не мог сказать, что ты русский или украинец. А если ты был украинцем в России, тебе было достаточно сказать, что ты русский, или попробовать записаться русским, были такие возможности, и ты таким образом избавлялся от этой стигмы. Так очень многие люди отказывались от своей идентичности уже тогда. Сейчас этот процесс имеет ускоренный характер. Более вам так скажу, происходит систематическое преследование и выдавливание последних украинских активистов в России. Украинские организации разгромлены. Их лидеры вынуждены покинуть Россию. Я вот совсем недавно видел интервью с одним из тех, с кем я был участником этих украинских организаций 90-х годов прошлого века, Петром Симоненко. Это пожилой человек, ему за 80 лет. Он не политический деятель, он просто посвятил свою общественную активность сохранению украинской жизни в Москве. Украинской школы, украинской церкви. Это не угрожало режиму. Но тем не менее на него начали давить, и он вынужден был бежать из России. В таком преклонном возрасте, не будучи политическим деятелем и активистом. Я считаю, что это вообще ужасный позор, когда человек бежит из страны, где он прожил многие десятилетия, только из-за своего этнического происхождения. Ну вот, поэтому все остальные люди, они, по сути, скрывают свое этническое происхождение, они становятся русскими, они не просто ассимилируются, они воспринимают свое украинское происхождение как недостаток. А это, опять-таки, поверьте, для меня, как для человека, который был евреем в Советском Союзе, это очень хорошо понятно. Ты живешь с каким-то непонятным унижением вследствие этнического происхождения и не понимаешь, что же здесь такого преступного. И я вам сразу скажу, что нужно быть достаточно сильным эмоционально человеком и иметь серьезные, я бы сказал, семейные и национальные корни, чтобы противостоять такому издевательству. Когда тебе говорят, ладно, скажи, что ты русский, и мы не будем над тобой смеяться и не будем тебя преследовать, это искушение, и многие, конечно, ему следуют. Это как крещение евреев в Российской империи. Крестись, и мы не будем говорить, что ты должен жить по каким-то специальным законам. Это, конечно, ужасно.
Но именно поэтому эти миллионы украинцев в России, я недавно делал специальный сюжет о фактической гибели диаспоры в России, они исчезают. Те, кто есть, фактически находятся на нелегальном положении. Я обсуждал недавно эту тему с моим товарищем, главой Мирового конгресса украинцев Павлом Гродом, и говорил ему, что же делать с украинцами в России. Мы гордились, что нам удалось воссоздать эту диаспору. К нам в Москву приезжал президент Мирового конгресса украинцев, господин Шимко. Это был первый раз, когда глава Мирового украинского конгресса приезжал в столицу России. А теперь Мировой конгресс украинцев в России признан экстремистской организацией. Просто объединение диаспоры. Как вы можете быть украинцем в стране, которая диаспоральную организацию считает террористической и экстремистской? Вот представьте себе, что в какой-либо стране был бы признан экстремистским и террористическим Всемирный еврейский конгресс. А вы еврей, и вы в этой стране живете. Как вы себя чувствуете? Хотите ли вы, чтобы кто-то вообще узнал, что вы еврей? Это и есть ответ на вопрос. Да, ну, это ясно, конечно. Ужасно. Но Я сейчас вам про... просто скажу свое личное Ну, впечатление. Мы я бы сказал, крохам собирали сами библиотеку украинской литературы в Москве. Жители Москвы украинского происхождения, те, кто интересовался украинской культурой. Мы сами покупали книги, привозили из Украины, создали огромный книжный фонд. Люди отправляли нам книги и журналы из Украины. И в конце концов правительство Москвы выделило для этого огромного книжного фонда специальное здание. Эта библиотека разгромлена. Ее руководительница была посажена в тюрьму. Ее книжный фонд был расформирован и уничтожен. Это как в 30-е годы в Рейхе. ну, это точно. Это, да, вернется самая вот плохие эпохи человеческой истории, без сомнения. А сейчас про тему про Украину. Как Украина может восстановиться и провести реформы после войны полностью инклю- инклюзивно, учитывая интересы ветеранов особенно? Я думаю, что это во многое будет зависеть от того, когда и на каких условиях закончится война. Раз. И каким будет пакет помощи Украине от Запада. Ну, кстати, у нас есть прецеденты. Есть план Маршалла после Второй мировой войны. И мне кажется, что такого рода инструменты должны быть применены по отношению к Украине. Это первый момент. Второй момент. Это если Украина будет реально работать над европейской интеграцией, имплементировать европейские стандарты в свое законодательство и исключать возможность коррупционных рисков. Потому что для меня борьба с коррупцией – это не то, что создавать новые институции, а это уменьшать возможность давления чиновников на общество. И мы создали очень много институций, но по-прежнему украинский чиновник имеет возможности, которые не имеет чиновник ни в какой другой стране. В этом корень украинской коррупции. Нужно меньше разрешать и больше позволять гражданам. И тогда коррупция будет меньше. Ну и, конечно, когда мы говорим о людях, которые вернутся с фронта, а вы представляете себе, у нас огромная армия. Если война завершится, то демобилизации будет подлежать сотни тысяч людей, почти миллион людей. И, конечно, необходима государственная программа социальной и профессиональной адаптации этих людей. Это очень важная вещь. И опять-таки эта программа должна быть создана в сотрудничестве с нашими партнерами на Западе. Мы должны понимать, что этим людям, в зависимости от их возраста и профессиональной подготовки, нужны рабочие места, нужна помощь в получении образования, нужны социальные льготы, которые позволили бы им создать свои бизнес-инициативы. Кстати говоря, мы очень часто говорим о том, что эти люди должны быть основой политической жизни страны. А я думаю не об этом. Я как раз сторонник того, что в политической жизни доминировали профессионалы. Но миллион людей, которые получают помощь от государства в создании каких-то основ своего мелкого и среднего бизнеса, могут быть основой для инициативного среднего класса. И эти люди, которые прошли войну, они могут не бояться давления чиновников и коррупции. Это и могут быть те люди, которые будут интересоваться не тем, чтобы занимать должности, не тем, чтобы становиться депутатами и министрами, а тем, чтобы защищать интересы своей собственности активным участием в политическом процессе. И их терпение олигархов будет
Ну, почти ноль, наверное, когда вернутся из фронта. Я не знаю, останутся ли у нас олигархи в буквальном смысле этого слова. Потому что современная украинская экономика, она все-таки не похожа на ту экономику, которая была до войны. Очень многие ведущие отрасли экономики, они разрушены. Украина фактически это экономика на искусственном дыхании. Да, конечно, некоторые крупные бизнесмены сохранили часть своей собственности, но все равно их влияние несоизмеримо с тем влиянием, которое было до войны. Многие отказались от медиа влияния, что, кстати, очень интересно. Вот один из наших самых крупных бизнесменов Ренат Ахметов, он отказался от собственного телевизионного холдинга еще в начале войны. И я, кстати, считаю, что это тоже должно быть движение в правильном направлении. Что люди, которые имеют огромные предприятия, они не должны быть владельцами телевизионных каналов и прочих холдингов. Это, кстати, касается и Илона Маска. Нет, точно, с этим согласен полностью. А еще о безопасности. Ну, осталось только пару вопросов теперь. Зеленский сказал НАТО или ядерное оружие. Но разве ядерное оружие не является единственной надежной гарантией безопасности сейчас и не НАТО? Президент Зеленский не говорил о ядерном оружии. Он объяснял президенту Трампу то, что Украина лишилась ядерного оружия и могла бы думать о его восстановлении, а вместо этого хочет получить место в НАТО. В этом была его фраза, и я считаю, что она вполне логична. Президент Зеленский, в принципе, выразил как раз то, о чем говорим все мы. Мы были державой, которая была частью контроля над ядерным арсеналом. Мы отказались от этого контроля. И оказалось, что никто не гарантирует нашу безопасность и территориальную целостность. Присутствие в НАТО – это, по большому счету, ядерный зонтик. Ядерный зонтик – это как раз то, что нам нужно. Мы ведь хотим в НАТО не ради НАТО. Мы хотим получить гарантии ядерной безопасности, потому что на нас напала ядерная держава. Поэтому вопрос не в том, производим мы сами Даже ядерное двух, оружие. если считается Северной Кореей. Да, уже две, да, вот право. А третья тратит деньги на их содержание. Так вот, самый главный вопрос, о котором хочется сказать, это то, что если мы вступаем в НАТО, мы получаем эту ядерную защиту. Нам, стране, на которую напала ядерная держава, нужна ядерная защита от ядерных держав. Вот и вся формула. И интересно, будет ли Россия стремиться проверить статью, пятую статью напрямую или гибридными способами? Я не очень в это верю. Мне кажется, что в России это государство, которое готово нападать только на слабых. На слабых в том смысле, что она уверена, что ей не смогут ответить так, как может ответить она. То есть любая проверка пятой статьи – это конфликт ядерного блока с ядерной державой. Россия себя относительно комфортно ощущает в войне с Украиной не только потому, что есть разница военного и демографического потенциала, а потому что это война ядерного государства с неядерным. Самая вообще аморальная и бесчестная война, которая только может быть. Потому что ты не рискуешь своей государственностью, а твой противник рискует. И поэтому я считаю, что когда такие страны, как Россия, говорят, у нас есть тревоги по поводу собственной безопасности, это просто ложь. Россия не рискует собственной безопасностью, потому что она не может быть уничтожена. Она имеет второй по силе ядерный потенциал. Это она может уничтожить всех нас, а не мы ее. А у нас другая ситуация. Поэтому Россия и не просто воюет с нами, но и постоянно проверяет нервы Запада разговорами о возможности применения ядерного оружия. Так что относительно пятой статьи, я думаю, что Путин очень серьезно задумается. Потому что он всегда может задать себе вопрос, а что если они действительно готовы будут ответить? Это серьезный вопрос. А что касается конкуренции обычных вооружений, но мы видим, Украина воюет с Россией старым оружием Запада. И Россия 2,5 года не может выполнить тех приказов, которые Путин отдал своим военным еще в феврале 2022 года. Скоро уже 3 года будет, не 2. Что будет, если российская армия будет воевать с армиями, которые оснащены современным оружием? Значит, если вы не конкурируете с точки зрения современной техники, а ядерное оружие применить не можете, то никакой пятой статьи в ваших планах быть не должно. Мне кажется, это логичный ответ. И думаете, что он этого понимает? У него Я достаточно думаю, информации, чтобы понять. что он близок к другой идее.
Он может считать, что если он сломит Украину, он запугает Европу. И не нужно будет никакой пятой статьи. Европейские избиратели, ну будем цинично говорить, поведут себя как грузинские. Они сами приведут к власти политиков, которые будут хотеть договориться с Путиным, потому что они будут напуганы. Ну вот, последний вопрос. Это еще другая тема. Вероятен ли периода хаотических политических изменений в Украине, независимо от того, победоносные или нет, или полно победоносные? Политические изменения в Украине во многом опять-таки будут связаны с тем, как завершится российско-украинская война и какой будет экономическая ситуация в стране по завершении этой войны. То есть политический процесс Украины зависит от гарантий безопасности и от экономического развития государства. Если гарантий безопасности не будет, а экономика будет пробуксовывать, то понятно, что силы, настроенные на возобновление взаимопонимания с Россией, имеют шанс на политический реванш. И это должны понимать мы здесь, и это должен понимать Запад. Потому что Россия не оставит Украину в покое, как она не оставляет в покое Грузию, как она не оставляет в покое Молдову. Она воевала и в той, и в другой стране. И тем не менее и в Молдове, и в Грузии есть достаточно сильные позиции пророссийских сил. Повторение этого процесса в Украине, вне всякого сомнения, может быть частью политических планов Путина, если он поймет, что войну нужно заканчивать. Ну вот это последний вопрос, Виталий. Спасибо большое за то, что поделились своими мыслями и временем. Было очень приятно пообщаться. Спасибо, Джонатан. Thank you very much.